Марина, доброе утро. Здравствуйте. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем вам предложить персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Марина войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Готово. Так, Марина, охвати вниманием контуры своего тела, его положение в пространстве. Почувствуй и убедись, что тебе уютно, тебе удобно и тепло. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. И постепенно, успокаивая свое дыхание, дыши глубоко, дыши ровно, размеренно, не спеша. Почувствуй свое дыхание в теле, слушай его и чувствуй, как оно наполняет тебя с каждым вдохом и расслабляет все больше и больше. С каждым выдохом ничего не ожидай и ни о чем не думай. Просто дыши и расслабляйся. Расслабляйся, будто готовясь ко сну. Любой звук, которого ты слышишь, все больше и больше отдаляет тебя от мира физического, отдаляет тебя от мира материального.
Мой мягкий и бархатистый голос приятен и ожидаем твоим подсознанием. Он твой знакомый и надежный маяк. Я буду медленно отсчитывать от 10 до 1. И с каждым моим счетом и с каждым твоим дыханием ты позволяешь себе в 2 раза больше, в 2 раза сильнее, чем ранее, расслабиться и мягко, естественно и незаметно ты погружаешься все больше и больше, слой за слоем, счет за счетом, погружаешься вовнутрь, в самую глубину себя, погружаешься, спускаясь как по ступеням, шаг за шагом, ступенька за ступенькой. При каждом вздохе, при каждом выдохе десять. Внутренняя волна расслабления распространяется по всему твоему телу. Она как мягкая вуаль, которая покрывает тебя от головы и до кончиков пальцев твоих ног. 9. Все твои мышцы расслаблены. Твое сердце работает легко и уверенно. И ты чувствуешь, как оно успокаивает свой ритм. 8. Ты погружаешься, погружаешься вне пространства, погружаешься
вне времени. Дыхание твое ритмичное, свободное и легкое. 7. Ты идешь глубже. Ты идешь еще глубже внутри себя, к самой себе. 6. Все напряжение в твоем теле растворилось и исчезло. И ты полностью расслаблена. 5. Все твои мысли покинули тебя, улетучились, и ты полностью спокойна. 4. Тебе легко, тебе приятно. 3. Тебе радостно, тебе свободно. 2. Ты у себя, ты дома. И 1. Ты в гипнотическое пространство. Ты слышишь только мой голос. Он тебя расслабляет и направляет, сопровождая на протяжении всего сеанса. И больше никто и ничто не может на тебя повлиять. Ни ментально, ни эмоционально, ни энергетически. Я блокирую и удаляю все фильтры твоего восприятия, те, что были наложены извне, и те, что созданы тобою. Ты ясно визуализируешь и считываешь информацию, и четко трансформируешь ее в речевую форму и воспроизводишь ее вслух по каждому моему требованию. Теперь на счете 3 мы отключаемся от коллективного сознания. 1, 2, 3. И на счете 3 мы встречаемся в гипнотическом пространстве. 1, 2, 3.
Как ты находишь это пространство? Нормально. Нормально. Это хорошо. А теперь на счете 3 повышим наши уровни энергии и вибрации до максимального значения. 1, 2, 3. А теперь, Арина, на счете 3 перенесись к самому первому воспоминанию души о праздновании возвращения света после самой долгой ночью. 1, 2, 3. Что ты видишь, слышишь и чувствуешь в этом чистом изначальном состоянии? Куда-то переносимся, только мне хочется более как-то конкретно вопрос. Хорошо. Марина, на счете 3 ты подключишься ко всей информации, связанной с зимним солнцестоянием. 1, 2, 3. Мгм. А теперь... Сейчас еще куда-то м, я лечу, куда-то лечу. мгм. Ну, я несколько пролетала каких-то Мгм. ситуаций. Одна была ряженое веселье, а сейчас какой-то унылый дом попала. Не знаю, что за он, знаешь, по ощущениям, как какой-то ведьмы дом. В нем не празднуют, а в нем такая злость висит. И швабры дорога пере... Знаешь, когда в косяке вертикально швабру вот так из угла в угол поставить, типа, чтоб не заходили. А я предположу, что, возможно, это мое предыдущее воплощение, и вот эта вот женщина совсем не хочет, чтобы к ней кто-то заходил. А ты перенестись к самому первому воспоминанию души о праздновании вот этого возвращения света после самой долгой ночи. 1, 2, 3. Вот что-то здесь не уходит. Здесь что-то надо смотреть. Ну, Не знаю, что. Ну, то есть я не ухожу из опиши. этого дома. Ой, дом такой пустой, убогий, убитый, старый. И вот женщина лет, не знаю, может, 60, такая старая корга, условно, седыми мочаленными волосами. И она не хочет, чтобы к ней приходили коридорщики. Приходили дождь. Ну вот я вижу, А что спроси у нее. слышу, что по улице идет гуляние, и она злится от того, что ее покой нарушат, условно. Ты можешь у нее спросить, почему она не хочет. И она тебе скажет. Но она просто ненавидит людей. И еще чтобы...
типа шумят только тут, а они там ходят, слышу, ты знаешь, звоночки бубнят, все такое шумит, бубнит, идут по улице таким этим строем. Это ты, Марина? Бабка? Угу. Кажется, да, похоже. Похоже, Нет, по не походке. внешне. Нет, ощущением. Похоже на то. А ты скажи, почему тебя этот момент Нет. привлек? С чем это связано? Есть какой-то... Ну, это что-то личное. Я имею в виду, Мгм. это не связано с колядами. Это просто что-то личное. Но она может рассказать, если у нее Ну, спрашивать. спроси, Она спроси. знает. Нет, ты спрашивай, я буду рассказывать. То есть она конкретно ответы на вопросы Хорошо. знает, потому Ты что мне она позволишь с ней сейчас пообщаться? наблюдает и за солнцем, и за этим она в теме. Да, На счете три. Оставь меня с ней. Один, два, три. Я приветствую тебя, барышня. Меня мгм. зовут Геннадий. А это кто рядом? Ты, наверное, догадываешься, да? Мягчается, когда на меня посмотрел. Как тебя зовут? Я хочу с тобой познакомиться. Я даже имя не слышу. Как будто она его сама где-то там уже оставила. Оставила. А пускай Но она это тоже что-то с Марго связано. душой скажет, а не голосом. Телепатически. Ну, Марго, мне кажется, Марго. как-то. Красивое имя. М. Какое сообщение она хочет нам передать, которое связано с этим праздником, с возвращением света после самой долгой ночи? Опять будут ходить шуметь эти попрошайки. Ну, это про тех каледовщиков, которые по улице хотят идти. Но Идут. если на какое-то время забудем про них, что ты чувствуешь, что ты видишь Можно у в нее... этом состоянии, в этом моменте, когда происходит начало роста дня? Сейчас я попытаюсь понять. Как-то условно она мне небо показывает, и как М, солнце идет по траектории. мгм. Да, она может комментировать. Ну вот я пытаюсь у нее спросить, потому что я не догоняю. Ну, типа, идет и что? Плохо астрономию учила, наверное. Наверное. Но спроси у нее. Марго знает. Она наверняка сама летала и видела, как это все И она происходит. наблюдала. Ну, как бы условно, вот всю жизнь сидела и куда могла, туда смотрела. Это на звезды, на солнце. Наверное, метлой летала, да? Нет, Или в ступе. нет. Итак, сейчас я остановлюсь. Мгм.
Но все равно вот Солнце движется и движется вокруг Земли, она мне это Мгм. показывает. И что? Спроси четко с энергиями что-то. И Что что? происходит в тот самый момент, когда солнце уже останавливается и начинает расти день, долгота дня начинает Подожди, расти? она что другое хочет сказать, что кроме Солнца на планету влияют другие какие-то еще условно небесные тела, Мгм. Не считая Луны, наверное, да? не считая Луны, какие другие. И когда мы, ну как это скажем, когда оно ближе дальше, условно, оно либо собой закрывает это влияние, либо оно сильнее проявляется. Так вот сейчас, типа та пора года, когда Солнце не может закрыть с собой это влияние. Да, вот в частности и Сатурна получается влияние больше. Потому что долгота дня самая маленькая, да? И влияние Сатурна больше. Потому что Солнце подальше. Мгм. А спроси у нее, вот когда Что-то начин... красное. Сейчас я не пойму, что-то красное. Что это красное такое? Как знаешь, как кровавый восход за горизонтом. Что это красное? Не пойму пока. А у нее спроси. Но она мне говорит, но я не пойму, куда эту фразу применить. Война А между мирами. ты спроси у меня, может, я лучше пойму, что она передает. Связь с мирами становится более крепкой. Нет, там было как война между мирами. Между мирами имеется в виду светлым миром и темным миром, да? Да, наверное, но только что это каждый год с войной, скажем, с борьбой отдавать, Ну, если и так все понятно. каждый берет Как будто понятно, понятно условно. какой-то циклический. Сейчас понятно тем, кто, ну как-то скажем, умный, а не в любом обществе есть те, кто не шарит. Вот им они вот это устраивают возню какую-то. Но это я про представителей разных миров. Ладно, и давай спрашивай что-нибудь. Что-то про энергию еще интересно. Что она чувствует? Вот это, что за энергии возрождается в этот момент? Ну, вот мне все Сатурн. Так они что, возрождаются? Энергии Сатурна? Нет, они почему возрождаются? Он ближе, и влияние его больше То есть, но влияние, наверное, на этим и людей. заканчивается. И оно как будто бы в людях, ну, условно, отклик находит соответствующий по резонансу на, То есть эта на, самая из- длинная ночь влияет это максимально на на людей. весь период. Нет, это не только одна ночь. Я имею в виду просто темный этот период, когда ночь короткая. А влияние не негативное, не нужно просматривать его как какое-то там условно деградация и буйство. Находит отклик на вот мне больше как самоисследование.
какое-то самокопание с целью развития, ну и активность, скажем, нижних миров, которые бы помогали в этом развитии, тоже нельзя отрицать. Спроси у нее, где у нее в теле рождалось чувство связи с космическим циклом? Она его чувствует в своем теле? Ну, у меня все тело вибрирует, то есть она вот Мгм. всем телом его чувствовала, не каким-то конкретным местом. Это что-то необычное, да? Это какой-то праздник для тела, для души? Не понимаю вопрос, и она тоже не понимает. То есть возрождается энергия в теле в этот момент. Ты спросил, каким местом она чувствует эти энергии. Да, Она ответила, что всем телом очень чувствует. хорошо. Но я спрашиваю, это, это как праздник для тела, да? Который связан с этим. Не, не вижу здесь условно связи, это просто она такая чувствительная, она все Мгм. телом чувствует. А теперь спроси, когда она видит, что первый раз к этому чистому солнечному празднику была присоединена чужая история. Вот конкретно я, наверное, понимаю, что ты к чему клонишь, а Мгм. ей это не... Ну, она там у Не себя понимает, да? условно в какой-то местности А, сельской живет, и она не в теме, у них этого нету. Тут ну, подожди, тогда спроси, вот она чувствует этот день лучше вот с ней поговорить про, хороший, да, да, в своем теле, чувство, что это энергия возрождения. И тем не да, менее на улице возрождение есть. кто-то там пытается чего-то там Сейчас давай делать. посмотрим, как у нее это проходит этот день, или как она его чувствует, можно посмотреть. Мгм. Вот у нее в теле я чувствую такую энергию предвкушения и даже Мгм. ожидания праздника. И даже у нее, скажем, настроение поднялось, скажем так. Из очень плохого в не очень плохое. А, На улице можно посмотреть, что люди делают. Вот они объединились и идут, ну реально идут калядовать. И даже как бы это не просто калядовать, а еще и праздновать. Ну, то есть им по кайфу это вот Ну, что они пройти. празднуют? Сейчас осознаюсь. Ну, с людьми синхронизируюсь. Ну, радуются, что сейчас будет, ну, темная часть закончится и будет Мгм. увеличиваться свет. Этому однозначно радуются. Это, наверное, самое главное, чему они Мгм. радуются. Есть какие-то символы, какие-то слова, образы, которые используются. Но с Вот тут. колядной зоркой они идут, вот в моей картинке. Она такая, как это скажем, абы какая, но все же для меня это какая-то вот, ну, звездочка на палке. А что эта звездочка означает на палке? Что эта звездочка Мгм. означает?
Вот конкретно этот, кого я спрашиваю, говорит, все так делали всегда. Ну, чисто механическая какая-то, Конкретно вот это вот эти люди, да, не знают. они повторяют. Отправься в тот самый момент, когда они первый раз это делают. На счете три. Один, два, три. С чем это связано, эта звездочка? Они кровью красной малюют. Кровью. Но им нужно было красный цвет, как бы кровь с яйцом и по ткани малюють, ну, чтобы красного цвета она была. И чья-то кровь. Ну, чья-то там животного кровь. Ну, это что за... Типа бычья, хочется даже сказать. Потому что им хотелось сделать эту звезду красную. И она, знаешь, как условно в моем понимании колядная звезда, она такая пухленькая, но о 8 концах. А это такая узкая. У нее вот эти перекладины узкие, но тоже концов 8. Но она больше как на крест похожа, ну, А 8 концов. что символизирует эта Я звезда? сейчас у них спрошу, если они в курсе. Но вот эти люди конкретно, они это связывают, блин, с христианством, скажем так. Куда-то мы прилетели непонятно куда. Они пере... Тут какой-то симбиоз всего А идет. как происходит? Посмотри, когда в первый раз вот этот налагается вот этот христианский праздник на это событие, астрономическое событие. Что Что-то я ты... тут... Я веселья здесь не вижу. Здесь как будто, как это скажем, заставление нарисовать вот эту вот звездочку. Сейчас соображу. Знаешь, как крестный ход. Утром, условно, а каледование было вечером, а потом, назовем это грубо, решили совместить. И поэтому эту звездочку... А, эта звездочка вот, да, была с утра, а потом ее условно взяли вечером и пошли с ней же. Ну, в толпу дали просто, чтобы носили. И вот так вот. И ее тоже стали носить. Когда? Давно. Давно-давно. А кто? Кто им это внушил, что нужно это делать? А это как-то как... Я сейчас говорю конкретно про звездочку, Ну да. чтобы, да, как бы я сейчас наблюдаю, как будто бы, ну, как это скажем, анализ, почему не приживается, и типа, а давайте сделаем так. То есть это как будто бы как-то работа, ну, со стороны работа по внедрению некоторых процессов в обычную жизнь. Вот типа что-то не приживалось этот момент, и они решили объединить вот этот утренний крестный ход и вечерние колядки. И всучили звезду, а потом перенесли на 2 недели.
И получилось так. Марина, посмотри, какой энергетический импульс шел от массы людей вот до того, как они праздновали вот этот, Веселье это. и после, вот с этой звездой. Энергетические импульсы, они Честно, я одинаковые. не вижу, что оно сильно поменялось. Люди веселятся там, и люди веселятся там. И условно автоматически несут эту звезду. Вопрос можно посмотреть, а куда энергия В идет том-то и дело, я от хотел сказать, веселья. вот эта энергия, куда она идет? Как бы До условно люди и после. веселились и там, но куда-то энергия шла в разные места. Сейчас. Так, мне кажется, когда условно в первом случае она как-то остается на уровне Земли, она никуда не идет наверх. Не... Она как будто бы распределяется по Земле. Она не идет, она остается при людях. При людях. А вот этот момент второй, Да. ну, от звезды наверх, я вижу, идет. Кому? Посмотри наверх. Кому эта энергия идет? Я вижу ее собираемую из нескольких, ну, как это скажем, условно, от каждой звезды собирается. И куда же ты потом идешь? Очень большой белый поток, звенящий такой яркой энергии. И куда ты идешь? Я не пойму, куда она идет. Ну, там как это скажем? Ну, эгрегору, наверное, получается, как Эгрегору бутафорский такой замок у меня, христианскому? Элизе. Ну да, наверное, получается. У меня такой иллюзорный весь, э, условно торжественный. Похоже на А то. ощути, есть какая-то разница в качестве энергии между... Собирается-то та же самая веселая, счастливая, Но скажем. посмотри еще раз на качество. Веселое, веселое, но качество. Какое оно? Какие вибрации? Но люди веселятся одинаково, и она либо остается при людях, Но эта либо энергия имеет убирается. какую-то разную информацию. Как она уходит куда-то? В один раз она остается при них, а другой раз уходит. Но энергия одна и та Что же, только она либо заставляет? Что заставляет этой энергии уходить? ну, так она на звезду и накапливается, скажем. То есть это фокусируется на На звезду? звезде, и звезда отправляет вверх. И я Мгм. вижу, как условно с разных местностей, с этих вот звездочек, назовем это так, собирается в общий луч и таким общим идет наверх. То есть это такой конкретный сбор идет. Интересно. И когда так про звезду не подумала бы. Хорошо, Марина. А теперь на счете три. Еще что-то, подожди, про энергию будет, но не про эту, а которая не собирается. Что-то там еще. Ну, как бы люди ей условно сами себя заряжают и такую как батарейку накапливают, как аккумулятор. Ну, если они себе ее оставляют. Они такие, такой аккумуляторный заряд вокруг участников, на котором можно, ну, перетянуть, перетерпеть, скажем, зиму в позитиве. То есть они в этот праздник свое такое собственное поле создают.
Реально, такой желтенькие все шарики светящиеся получаются, которая бы их держала в позитиве все оставшееся время. Это если ее оставить при себе. Мгм. А теперь на счете три пронаблюдай за рождением архетипа Бога-Спасителя, приносящего себя в жертву. Один, два, три. Но я слышу четкое, опять же, условно планирование. Для какой изначальной цели этот архетип был создан в коллективном поле? Но у меня идет в любом случае управление. То есть я слышу, как, опять же, кто-то совещается, а как бы лучше, а как бы что-то, и вот решают именно такое внедрять. Чтобы фокусировать внимание, да? Чтобы... Управлять людьми легче было. Как это искажение превратилось в инструмент управления? Оно ну, внедрялось сразу с целью управления, оно не превратилось, оно То есть использовали этот на, астро- на, астрономический, но астрономическое событие. накладывали Мгм. на действующее мероприятие, накладывали эти какие-то элементы. Какие, кроме крестного хода, этого элементы помогают управлять? В какой момент идея личной ответственности была заменена идеей искупления внешней силой? Ну, я ж тебе не скажу тут, что 200-300 лет назад, так что ли, хочешь? Ну, с какой М, момент? Оно Ну, чтобы ты просто его описала, постепенно. как это происходит, как это в людей Передача вкладывает чувство ответственности. вины, которое требует внешнего искупления. Тут я чувствую как передача ответственности, чтобы человек не осознавал себя творцом, скажем так. Как бы скажем, убираем волю, убираем способность творить, точнее не убираем, а сделаем так, чтобы он не думал, что он умеет за счет этой передачи ответственности. Мгм. Спрашивай. А теперь перенесись на счете три к вспоминанию души о ритуале сжигания полена для поддержки солнечного младенца. Один, два, три. Какая сила, какая мудрость стояла за этим действием? Так, я на каких-то опять гулянках в Мгм. лесу. Тут костер, на нем жарится какая-то еда, куча людей одетых, тепло, вокруг снег. И сейчас будет какой-то торжественный. Рядом костер условно ритуальный и костер для еды. Даже несколько костров для еды и обогрева. А посередине как ритуальный. И, ну, полено. И он как-то торжественно выносится даже. И какая-то женщина Мгм. такая условно, она его чуть ли не рожает, наверное, или что. Сейчас я попытаюсь просечь, что они ощущают.
Ну, веселье тут царит. А что за мудрость А она стояла за этим говорит, действием? интересно, она все равно говорит, позаботься о нашем сыне. Огню обращается. Мгм. Но это, А, наверное, о обращение к сыне, огню. это о Вот сыне как о тут солнечном, какой-то перенос условно. Вот она кладет полено, а думает про своих детей. но здесь есть Я понимаю, солнышко новое. солнечный младенец. Это как и литворяется еще и сыне, как Я солнце. понимаю, но я сейчас этого пока не вижу. Она вот про своих детей думает. Сейчас я ощутить попробую еще раз. Но свои дети, это как солнышко мой, да? Нет? Вот Сейчас. Она конкретно делает вид, что родила это полено, то есть она его достает мгм. из-под Под этого, по- из-под юбки, да, и мгм, кладет в огонь, обращается к огню со всем уважением мгм. и просит позаботиться о своем сыне, но в голове она держит своих детей реальных. Это она не про солнце сейчас думает, Нет, но сейчас все про... равно своих детей, она же как свет, как солнце, Не как знаю, солнце. она сейчас думает про своих детей, подожди. Пронаблюдай. Есть связь между Дай вот солнцем понаблюдать. и детьми, своими детьми. Нет, тут скорее как... Мне больше хочется сказать, что солнце будет как ребенок как костра, огня этого. О нашем сыне. Вот, о нашем сыне позаботься. И мне хочется больше сказать, что солнце это будет как вот стихия огня ребенок. Но есть какая-то связь между рождением солнца и рождением ребенка. Не понимаю твой вопрос. Ну, понятно, что утром родится новое солнце, но что ты именно хочешь спросить, я не догоняю. Для чего они этот ритуал делают? Для чего ритуал? Мне вот хочется В сказать, этот чтобы зиму самый, протянуть, как бы, что, то есть, чтобы их грело чтобы... зимой. Мгм. Просто обращение к стихии огня, чтобы они смогли протянуть землю. Ой, зиму. Хорошо. Теперь наблюдай за первыми попытками подавать, осудить или демонизировать этот ритуал. М, Ну, это на проповедях, скажем так, как-то Кто эти эти люди, осудители? ну, те, кто, как это скажем, в проповедь вещают, они конкретных людей а, оговаривают, не знаю. Ну, то есть те, кто условно колядовщики, это вот такие. То есть они не ритуал пытаются сказать, что вы так не делаете, а вот эти люди, они там делают не то. И поэтому вы вот так вот не делаете. Вы же не те люди. То есть, ну, как-то выговаривают, чтобы люди просто не пошли.
Ну, условно, половина пойдет, а половина уже не пойдет, а еще через год еще меньше пойдет. То есть, чтобы сама традиция зачахла, чтобы перестали ходить. Но это что за люди конкретно? Это Это тоже вот все тот же конкретный план по обездеятельности, ну, как-то усыплению замена. деятельности. Ну, как и тогда был, в принципе, Мгм, план. мгм. Ну, то есть легче Церковный, управлять, да? меньше вот это внедрение всей этой Мгм, системы мгм. чтобы люди меньше осознавались, меньше чувствовали связь с происходящим миром, а просто как машинки выполняли. А какое чувство они хотели у людей вызывать? Но они все на страхе держат. Мгм. И вас там накажет что-то абстрактное, страшное, грозное. На страхе, на вине, на вы же не такие, вы же другие. Хорошо. Марина, а теперь насчет ты посмотришь, как живая Эль. Эль. Мировая ось сначала стала проклятым деревом, а потом украшенным товаром. Один, два, три. Я сейчас слышу только какую-то, скажем, ярмарку, где продают эти елки. Мгм. И какой-то глашатай условно говорит из серии «Покупай, покупай символ». Это какой-то город, ярмарка зимняя, где продают эти елки. То есть, ну, люди еще не имеют такой традиции То постоянно есть это делать. вырубать живые деревья, да? Ну, то есть еще пока традиции нету в город, в Мгм. дом ставить это. И вот он ее впаривает, Продает скажем, традицию, да, да? красивые, даже уже с какими-то там гирляндами, впаривает это красивые товары с гирляндами красивыми, с какими-то украшениями, как бы такие цацки для, знаешь, каких таких мещанских домов каких-то. Ну, потому что они в этот не пойдут, в лес не пойдут рубить, потому что и, как это скажем, как диковинку купить, нет, не диковинку, а украшение такое у всех есть, а у нас нет, надо купить, потому что это круто. Вот эти понты, с этого начинается, с распространения елочки. Ну, как у нас ведь тоже такого много. Я имею в виду, хайп пошел, и стали все покупать Мгм. какую-то ерунду. Вот хайп на елке пошел. Да, слушаю. Хорошо. А теперь посмотри, в какой момент шар, символ плодородия и светила потерял свой смысл и стал просто украшением. Один, два, три. Ты шарик как елочную игрушку? Да. Ну, я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Просто вижу, что украшают, ну, эти елочки, кто чем гораст. Опять же, у меня здесь все чувствуется понты друг перед другом. Ну, типа, чтобы все потом говорили, что а вот у них. Ну, это по вот таким вот не крестьянским домам, скажем, а по мещанским таким домам.
Кто кому надо выпендриваться друг перед другом. Вот эта мода идет. М. А в это время в крестьянских, назовем это так, домах, там немножко все по-другому. Там традиции все-таки более живучие, там и елки нет. То есть в сельской Да, да, местности, да, да, да. по-другому, да? Мгм. Или там украшают живые деревья? Нет, они как-то не чтут условно елку, не парятся. Они скорее вот полено лежит. Интересно. Хорошо, Ну, Марина. вот я вижу, полено лежит Мгм. особо отдельно. Березовая почему-то. Мгм. А теперь на счете 3 ты посмотришь одну из своих прошлых жизней, где ты впервые участвовала в празднике непобедимого солнца. 1, 2, 3. Ты это видишь? Подожди. Ты так называешь его, словно мне хочется сказать, что так никто не называет, поэтому мне Хорошо, конкретно я назову не к Sol чему. Invictus. Это что-то тебе говорит? М-м. Хорошо. Посмотри какую-то свою прошлую жизнь, когда ты празднуешь, просто празднуешь праздник солнца, который начинает расти Мгм. после самой долгой ночи. 1, 2, 3. А меня сейчас тоже просто отправило в вот одну из жизней, где я опять же какая-то барышня, скажем, заможная, какая-то знатная, и девушка, которая все время только гуляла, мероприятия, балы устраивала. Именно балы — это что-то там знатное средневековье. И они на следующее утро после ночи закатили какие-то погулянки. Утром, как ни странно. Ну, в смысле, вот утром после этой ночи закатили гулять, типа вот торжественно катятся этих на санях, все веселятся, кони там, и они типа веселятся, едут, радуются, как бы это такое тоже такое все веселье. Там бубенцы какие-то, гармоники. Но это так, знаешь, Мгм, как мгм, золотая молодежь развлекается. Это не мгм. очень показательно. Хорошо, Марина. А теперь на счете 3 отправься в какую-нибудь твою прошлую жизнь, когда ты празднуешь Рождество Христово, как христианка. 1, 2, 3. Сразу говорю, нет таких. Вот просто я стою на месте и говорю, нет такого. Твое нутро это не воспринимает. Вообще стою на месте, колом никуда не двигаюсь, и вот только ответ, что у меня такого нету в истории, скажем. Марина, Мгм. ты баба-яга? Ну нет, у меня другие, Но видишь. есть разница в этой энергетике, когда празднуется праздник Солнца и Конечно, Рождество есть. Христово. Конечно, есть. А вот это э, ощущение, что люди празднуют что-то не то, не что-то древнее, но что-то, которое подано под другим именем.
Это чувство есть? Есть, и там все хочется опять же сказать, что оно на слив идет. Ну вот как Мгм. по аналогии со звездой, там это вот чисто такой сборник и передача энергии. Остается ли что-то людям от этого? Ну, люди как батарейки, конечно, они вокруг себя просто это все не останавливают. Они, ну, условно, 80% отдали, 20 себе все-таки Мгм, мгм. оставили. И радуются, да? Ну, радостно же было в моменте, но Уходила ничего не ли оставили. ты в конфликт из-за этого, внутреннего или внешнего? Нет. А внутренний, Да. вот эта бабка, она Я может, ну как как раз и это, хотел сказать. она осуждает, Мгм. а внешне нет, в конфронтацию ни с кем не вступала. А люди давали в своих жизнях сознательное, бессознательное согласие на эту подмену? Я бы сказала, что условно все по-честному, то есть они, когда на воплощение идут, они знают, в какой среде Мгм. они будут жить. А здесь как будто бы, ну, вот те голоса, которые организовывали мероприятия, они, ну, вот это внедрение плана, они тоже на, назовем это, на законных основаниях. Это тоже элемент условно обучающей системы взросления, когда нужно понять, что, ну, что я так не хочу и хочу по-другому, например. То есть вот эта сама система, она здесь, ну, имеет право находиться, потому что, ну, как я имею в виду, для матрицы, для Земли, для чего-то, потому что она вот какой-то часть обучающей системы. Но я бы сказала, что все тут параллельно существует. То есть, условно, хочешь, входи в этот эгрегор, хочешь, не входи в этот эгрегор. Ты сейчас находишься в этом эгрегоре, Каков в этом? но который празднует Рождество? Нет, я нет. А посмотри, я нахожусь. А у тебя какой-то тоненький хвостик идет почему-то туда. То есть вроде как-то нет, но почему-то я не могу утвердительно полностью сказать об этом. Хорошо, ты сейчас посмотри, как я формирую из энергии первоисточника ножницы. Мгм. Один, два, три. И отрезаю этот. Предварительно верну всю энергию, которая ушла. Знаешь, мне хочется сказать, что, может, и условно дочка за тебя просит или что-то такое. Вот. Все равно, тем не менее, Мгм. я Да-да, ты можешь это отрезаю. отрезать без Один, проблем. два, три. Но предварительно Мгм. верну всю свою энергию, отфильтрованную. Один, два, три. Мгм. А теперь, Марина, посмотри, куда вот сегодняшний день, куда эта энергия народа сейчас уходит. Что-то за эгрегор. Посмотри, как он выглядит, какая его структура. Ну, для меня это как такой воздушный замок, и Мгм. весь такой, скажем, изящный, расписной, хрустальный, Мгм. какой-то весь такой тонкий, Грандиозно, очень понтовый, очень понтовый, да? дорогой, и весь такой прям Мгм. как Мгм. это. Кто в этом замке живет?
Ты Да, там есть кто-то. посмотри. Ну, я бы, знаешь, эту расставила бы наместников на земле также по иерархии и там. Ну, то есть Мгм. вот те, кто работает на местах, они также там и Мгм. Ясно. сообразно карьерной лестнице и находятся. Это что, попытка меня заткнуть, Марина? Не знаю, я не, Так, ничего не чувствую такого. а теперь, Марина, посмотри, что происходит, или есть какой-нибудь у тебя тонкий энергетический канал, который раньше, который связывал тебя с этим днем, с возрождением солнца. Ну, прям с солнцем, М, то, Есть, ну, да? конечно, есть. Посмотри у меня, он тоже есть? Еще больше, чем у меня во много раз. Ну, ты не обижайся на меня. Я не обижаюсь, меня куда-то уносит. Почему он такой? Почему большой Почему или он что? больше ты Баба-Яга, а я кто? Ну, Кощей это Бессмертный? нет. Ну, что-то ты какой-то больше принадлежишь этому солнечному миру, Мгм. скажем. А посмотри у других людей, у простых людей, которые празднуют, которые радуются этому дню. Так, мне надо Этот куда-то уйти. Подожди. на Мы счете все три. как говорили вы про этот, я тут они фонят, Мгм. мешают, мне не нравится. На счете три уйди Комфортное какое-нибудь оттуда. Один, два, пространство. три. И просмотри. Сейчас я не могу отлепиться, мне нужно как-то получше. Тебе нужен толчок Ну вот, энергетический. типа того. На счете три. И открывай поток О, очистить просто. первоисточника. Мгм. Один, два, три, который отрывает тебя от того эгрегора, от влияния его. И ты можешь легко переместиться туда, где сама хочешь. У тебя Ага, получилось? да. М. Посмотри, что происходит с этим энергетическим каналом у других людей, которые празднуют Рождество Христово. Так, я сейчас на полянке той Мгм, с кострами. Мне тут комфортнее. мгм. Посмотри, разорван, ослаблен или перенаправлен. Мне кажется, он просто перенаправлен. Перенаправлен. Мгм. А те, кто не относятся к этому эгрегору, они вокруг себя это все, как я уже говорила, батареечку зарядили, и на этой батареечке живут до того, когда уже солнце будет на них непосредственно влиять, скажем, сможет в полную силу получать свет. Марина, Мгм. какое самое простое природное действие могло бы восстановить эту личную связь людей с циклом, с Солнцем, с возрождением его? Вот костер, мне хочется сказать, Костер. разжечь. Костер это На будет... улице разжечь Мгм. костер и Это разбудит глубинную память, очистить скорее. очистит. Это наложенная как бы маску, да?
Если ему еще попросить его, да, намерение дать и Мгм. попросить его очистить, то он очень хорошо это все, вот эти костры очистит пространство. Мгм. Хорошо. А теперь, Марина, Мгм. на счете три я формирую из первоисточника сферу с высокочастотной энергией. Один, два, три. Информирую эту сферу всеми всей той информацией, истинной информацией об этом празднике, о всех знаниях, связанных с этим праздником. Так, один, два, три. А теперь на счете три я перенаправлю эту всю сферу на всю Землю, дабы информировать всех о истинном значении вот этого события, о зимнем солнцестоянии, которое Мгм. было украдено у людей для празднования Мгм. Рождества Христова. Один, два, три. Ну, тут хочется немножко сказать про эту информацию, что это условно так было и так будет. Это баланс светлых и темных сил в это время. Ну, типа светлые отдохнут, а темные пока поработают. Не нужно относиться к ним как-то негативно, они поработают тоже на пользу людям. Это время для отдыха для Земли и в то же время для, как я говорила, саморазвития человека внутри, посидеть, подумать, поразмышлять, время для роста такого. И если его использовать грамотно, то, ну, условно, не бухать 3 месяца, а как-то там развиваться, философствовать как-то, то это будет такое время для личностного Хорошее роста. начало. Хорошее время для начала Мгм. нечто такого доброго, Потому что хорошего. летом, вот когда тепло, мы все время заняты, нету для рефлексии время, для самоанализа, а тут вот оно есть. Как бы это время для этого. Хорошо, Марина. А, Еще а теперь на счете три отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. ты хочешь уже Один, закончить? два. А что? А я хотела бы еще по этому вопросу позадавать некоторые. Ну, Вот мне интересно, коляды, когда, ну, колядовщики ходят, как бы, кроме того, что мы рассмотрели, изначально вот это смысл ходить по домам, скажем, и калядовать, какой в нем закладывался. ну смотри на счете Задай три. вопрос, пожалуйста. Так, теперь на счете три, Марина. Ты увидишь первое, первый момент, когда люди ходят, калядуют. Один, два, три. Но я Какова здесь, цель? м, Какова цель вот я этой? здесь рассматриваю не калядование, а условно процесс, вот это вот, как говорят, какая-то вот, ну, вся неделя там она важна, и что-то там по дням важно, или, а по дням выделяли, что в этот день то, в этот день то, просто для того, чтобы условно не забыть сделать все. То Ну, есть протоптанная какая-то схема, чтобы не схема, забыть. да. И люди Мгм. ходят вот так вот по домам. Я
что-то вот условно, как хозяйка напекла каких-то пирогов, и я иду, несу тебе пироги, а ты даешь мне пироги. То есть это какой-то коммуникационный вот обмен. Обмен информацией для Обмен энергиями, построения какого-то дружественное, структуры, да? Да. скрепляющееся. Вот я вот вижу, что я, ну, какой-то большой противень пирога напекла и пошла ну, с тарелкой к этим, вот так к кому-то. А потом, условно, оно там как-то с годами трансформировалось, что это уже мы не несем пироги, не только несем и забираем, а вот только забираем. Но было с пожеланиями, С действительно. пожеланием. Да, Мгм. то есть, ну вот, если изначально вот я пошла своих пирогов, напекла, понесла туда, то потом я понесла только пожелания в обмен на пироги. И это как бы, ну, я как иду сейчас, и мне это искренне. Теряется изначальное как бы. Нет, вот я пока в том моменте сейчас нахожусь, в смысле, в своих этих странствиях, где я искренне пришла и искренне желаю, и те, кто меня слушают, они словно чувствуют эту искренность и искренне мне дают эти же пироги. То есть пока еще в этом есть та самая энергообмена идея присутствует. Сейчас я дальше немножко продвинусь, как оно было, не было. Стали появляться люди, которые хотели условно просто нагреться. То есть они не вот, назовем Мгм. это, не искренне идут к соседям, а просто уже как зарабатывают. Да, хорошо, как актеры пришли, там что-то наговорили, и им за это угостили. И постепенно становится таких больше, а не вот этого внутреннего энергообмена. То есть Мгм. изначально я хочу сказать, что вот эти колядовщики — это ты мне, я тебе, друг от друга подзарядиться и, и вот, и типа вместе веселей. Вот такой вот ходить друг к другу в праздники. Мгм. Еще что-нибудь сейчас? Посмотри, как теряется со временем все это Ну вот первоначально. как я и Мгм. сказала, что сначала И как появились те, кто... меняется пироги А что? чем-то другим. Ну, словами, деньгами, да, на такой откуп. М. Меняется даже пространство меняется. Мгм. А что Энергия первичнее? меняется, да? Да, сухость стала. То есть, если сначала это было такое наполненное, яркое, душевное просто пространство, Качество энергии, которая обменивается, она меняется. она не только в обмене, она вот тут вот везде в пространстве. И я Мгм. смотрю, условно, даже дом чахнет и скуднеет. То есть, если изначально это две такие семьи полная чаша, у которых все ломится, потому что они сами вот такие все пышут, то потом это все скуднее, скуднее, вот не происходит этот ни энергообмен, ничего, и от этого и дом не, ну, не полная чаша, скажем, от того, что люди не полная чаша становятся, а такие зажатые, склочные, от того и дом становится не, ну, не изобильным, скажем. Можно начать, да, с обратный толчок и, как бы скажем, начать с энергообмена, это и приведет к изобильности. Тут так тоже можно сказать. Вот пироги мне хочется печь, оказывается. Ну, я имею в виду, что каким-то вот они все ходят с пирогом В каким-то. чем смысл испекания пирога? В чем смысл начинки и самого как пирога как контейнера для этой начинки? Что ты визуализируешь? Что ты... Сейчас пойму. Мне здесь вот эта энергия женщины, этой, которая хозяйки, как бы как она Мгм. условно со всей душой туда вкладывается. Вот это мне здесь ценно. Как она условно специально делает это что-то, чтобы вот с этим пойти. То есть вот ее эта энергия
здесь ценна в этом пироге, а не начинка. То есть это все тот же вклад в энергообмен. Мгм. Ну, посмотри. Начинка– это же программа, А, ну это вот она мысль. начиняет с тобой, Мгм. своими всеми чувствами. А сама оболочка пирога– это как контейнер, который перевозит, Мгм. переносит эту информацию. Это все символьно Почему зажгли свечку на подоконнике? для того, чтобы показывать, что здесь светлые Не, души, чтобы, если что, то кто-то, скажем, улиц, ну, как-то чтобы если кому-то надо увидеть, увидеть, да, я как имею в виду, если, не, если кто-то там где-то, то есть, заблудиться, да, да, не п- найдет дорогу. чтобы привлечь его сюда, Мгм. да, еще что-то Дабы здесь. показать, что здесь светлые души живут, Не, горящие. никому показывать не надо, они просто тоже этой серии делиться, Мгм. помочь делиться вот так вот. Сейчас еще Здесь и что-то. тепло есть, здесь и свет есть. Мгм. Если И, кому-то и там все надо, хотят можно делиться этим. прийти. Мгм. Сейчас еще что-то тут. А, я хотела спросить еще, почему коза? Давай посмотрим. Задай мне такой вопрос. Ну, в обрядах же у нас условно коза заменяет. Вот козу убили, солнце родилось. Как козу. Хорошо. Козочка, солнце. Почему коза? На счете Задай такой 3 вопрос. у тебя появится ответ на вопрос, какова роль и символ козы в этом празднике. Один, два, три. Ну, скорее всего, как вот и у меня как-то про другой праздник было. Просто коза это условно была у всех, и это самое близкое Самое легкое, домашнее да. животное. То Мгм. есть, ну, коровы это не сразу и не у всех было. А вот козы, они были, скажем, давно, и уже минимально в любой семье все равно есть коза. Это просто как очень близко и то, что рядом. Поэтому Мгм. она стала символом вот такого. Вот она стала участвовать в этом обряде. Марина. Да, я пытаюсь еще раз осознать этот обряд. Ее же там как бы убивают козу, ну, запинали, замудохали. И вот хочу понять эту инсценировку. И даже, кстати, когда она появилась, эта инсценировка, спроси, пожалуйста. Она появилась, когда стали уже... Очень, очень мудро, очень. Она появилась, когда вот эти... Стала замена идти на пироги ты мне, я тебе пироги, Мгм, мгм. но еще это Я тебе было... козу, а ты мне корову, да? Нет, но еще когда стали ходить по местности, но еще не ради денег, а ради энергообмена, но не пирогов, о чем могу. И вот такие вот, скажем, театральные постановочки, они в этот момент появились. И они как бы разыгрывали вот эту вот э, сценку смерти солнца, рождения нового солнца. В тот момент, вот когда вот эта замена происходила в народе. А до этого не было таких постановок, скажем так. До этого просто была другая обрядовая часть. Можно еще раз вернуться, посмотреть туда к кострам, какие элементы обрядов были изначально. Хорошо, на счете 3
Ты вернешься в тот самый момент, когда начинается обряд с костром, и увидишь все элементы вот этого обряда и их значение. Один, два, три. Я уже такое видела в прошлый раз, по-моему, опять косу из теста вокруг костра выкладывают. Я имею в виду, в прошлый раз на осеннее то же самое было. Мгм. Это как-то вот, как-то любя вокруг костра выложили эту косичку. Но я слышу благодарности за предыдущий год. Даже что-то, если надо какие-то элементы сжечь, костер тоже примет. Ну, если кому-то что-то надо. Но не Мгм. все это делают, ну, условно, это тоже и как-то местные понимают там, кому что надо избавиться. Если кто-то умер, что-то, чтобы отрезать, скажем, этот момент, чтобы дальше жизнь продолжать. Ну, условно, не каждый дом будет что-то скидывать в этот костер, только у кому-то реально кому надо. Это Мгм. очищающий такой очень сильный костер здесь горит. А сжигание что-либо Но вот я и это, говорю, мгм, какие-то элементы, чтобы очистить, чтобы человек смог дальше это для очищения, но пережигания связи и для очищения. для созидания есть Ну, что-либо? так и дальше будет какие-то жертвы в виде, там, не знаю, яблок, еще чего-то, пирожков. Это как огню жертвы. А сжигают ли какие-то пожелания? Посмотри, какие-то надписи, какие-то И надписи тут письменности нет. нету. Там, где я смотрю. Нет, здесь ничего личного не сжигается. Я говорю, Мгм. сжигали только те, кто, ну, условно, все понимают, условно, ему надо, ему надо, ему надо, а все в этот мусорку костер не превращают. Сжигают только то, что надо, и И то, что не надо, да? Магические какие-то действия, связанные с этим обрядом, не делают? Посмотри. смотрю. Мгм. Здесь нет. Я не знаю, ничего, условно, магии никакой Ну, это нет, кроме обращения к огню, там, дать ему там минимальные жертвы в виде пирожков, яблок и мгм. обращение типа м, береги, грей, помоги там, что-то там дожить. Хорошо, Марина. А теперь на счете три отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. Один, два, три. Повысим на счете 3 наш уровень энергии вибрации до максимального значения. Один, два, три. Сейчас я начну вводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, а мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании.
И один полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Марина, как твои ощущения? Нормально. Нормально. Отлично. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Марины, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательным и открытым к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаем вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.